В 2003 году тайваньская компания Compal по заказу Motorola спроектировала и разработала телефон Motorola E365. Программным обеспечением для него занималась компания Acer. Получился привлекательный аппарат, имеющий ряд особенностей, отличающих его от других телефонов Motorola. Стоимость этого молодежного телефона в России на момент запуска составляла примерно 6,5 тысяч рублей. За эти деньги он мог предложить телефонную книгу на 300 номеров, 16-голосную полифонию, диктофон, поддержку MMS, GPRS, веб-браузер версии 2.0, камеру с разрешением 0,3 мегапикселя без поддержки видеосъемки и около 2 мегабайт встроенной памяти. Высота телефона чуть более 10,5 см, ширина 4,5, вес 93 грамма, толщина устройства 2 см. Дисплей выполнен по технологии TFT и поддерживает до 65 тысяч цветов. Его разрешение 128 на 160 пикселей. Заявленное время работы от аккумулятора на 750 мАч около 6 суток в режиме ожидания и 2,5 часов в режиме разговора. На левом торце устройства располагается кнопка запуска фотокамеры, на правом 2,5 мм разъем для наушников, сверху отверстие для ремешка, снизу два разъема для соединения с компьютером и для зарядки. Они несовместимы с аксессуарами от других телефонов Motorola. С обратной стороны расположены динамик и камера, которую прикрывает съезжающая шторка с зеркальцем. Неоднозначный механизм этой шторки не взаимодействует с приложением камеры, из-за чего не всегда ясно, открыт объектив или нет. Камера запускается и с закрытым объективом. Спереди, под клавиатурой, рядом с отверстием для микрофона, находится датчик света для автоматического включения и выключения ярко-синей подсветки клавиш. Несмотря на маленький размер кнопок, их ряды удачно разделены. Это делает клавиатуру вполне удобной. Кнопки сброса и приема вызова здесь, как и у более ранних телефонов Motorola, поменялись местами по сравнению с привычным расположением этих кнопок. Дисплей устройства большой и качественный. Это выгодно отличало аппарат от других телефонов того же класса. Главный экран телефона настолько минималистичен, что даже для отображения часов необходимо нажать одну из навигационных клавиш. Вместе с часами появляются указатели для быстрого доступа к полезным функциям и название текущего режима работы устройства. Меню телефона выполнено в виде сетки из 9 иконок. При этом кнопки «Чат» или «Будильник», пожалуй, следовало бы поместить в разделы «Сообщения» и «Инструменты», освободив пространство в меню для гораздо более полезного справочника или фотокамеры. Русская локализация системы выполнена на крайне низком уровне. Это мешает полноценно использовать телефон. К примеру, для написания текста доступно два способа ввода: Tab – стандартный побуквенный ввод, и iTab – аналог T9. Для первого способа, как ни странно, недоступен русский язык. Вероятно, это намеренное решение, так как другой возможности переключить язык в телефоне для набора английского текста не предусмотрено. Второй способ ввода имеет проблемы с русским словарем. Прежде всего, в нем отсутствуют многие часто используемые слова. Более того, телефон иногда не воспринимает простейшие слова, которые до этого уже неоднократно вводились. Наконец, для русского ввода недоступны прописные буквы, хотя для английского языка переключение регистра реализовано очень удобно, кнопками вверх и вниз во время набора. К текстовому сообщению можно прикрепить простенькую картинку или мелодию и стандартную анимацию, которую нельзя посмотреть заранее, перед ее добавлением в сообщение. А для отправки фото и голосовых сообщений доступна технология MMS. В меню «Инструменты» находятся ежедневник и калькулятор. Ежедневник позволяет планировать события и создавать напоминания о них. Он тоже пострадал от русской локализации. Навигация по дням недели становится невозможной. Калькулятор удобный, многие его функции изначально скрыты и появляются по множественному нажатию вправо. Имеется встроенный конвертер валют. Курс следует установить предварительно. К сожалению, в телефоне нет поддержки сторонних Java-приложений. Тем не менее, в нем предустановлено 5 игр. Так, первая игра «Боулинг», несмотря на отсутствие противника и невозможность увидеть разлетающиеся кегли, выполнена очень добротно.
Можно выбрать позицию, направление и силу броска, но для идеального результата необходима быстрая реакция. По завершению партии счет попадает в таблицу рекордов. Кипящий чай, он же Bubble Tea и Магия 2 – это вариации игры Tetris. В первой необходимо собрать в одном месте как можно большее число пузырьков одного цвета, после чего достать соломинку, нажав единицу, и выпить эти пузырьки. Во второй задача проще – собрать шарики одного цвета по 3 в ряд. Эти ряды можно складывать как по вертикали и горизонтали, так и по диагонали. Большой сад 2 – это китайская карточная игра, известная под названием Big Two. Понять игру без знания ее правил задача непростая, а справка к игре описывает очевидные вещи. Младшая карта в игре – тройка бубен. С нее или ее комбинации и начинается игра. Игроки ходят против часовой стрелки, и каждый последующий игрок должен отбиться более старшей картой или комбинацией карт. Старшая карта в игре – двойка. Задача – избавиться от всех карт быстрее соперников. Последняя игра «Шторм в океане» является авиасимулятором. Необходимо сбить все самолеты противника на карте, уворачиваясь от его авиаударов. Меню метки служит для быстрого перехода к часто используемым функциям телефона. Их порядок и количество устанавливается в меню «Настройки». В тех же настройках можно выбрать фоновое изображение и анимацию для скринсейвера. Изначально доступно 5 картинок, 4 из которых содержат символику телеканала MTV. В качестве фона также можно установить любую фотографию, а новую заставку скачать из интернета. Присутствует простой будильник. Можно поставить его на ежедневный повтор и задать ему имя. В меню «Настройка профиля» имеется возможность отрегулировать и выбрать один из 5 режимов работы устройства. Интересно, что для каждого режима можно поставить свою цветовую схему. Таким образом, к примеру, при подключении наушников режим меняется автоматически вместе с темой. Последний пункт меню «Далее» содержит в себе все, что не поместилось в другие разделы. Здесь справочник соседствует с мультимедийными файлами, веб-браузер с фотокамерой и диктофоном. Диктофон в телефоне довольно тихий. Запись начинается сразу после его выбора в меню устройства. Качество камеры для тех лет очень неплохое. Из настроек доступно увеличение светочувствительности для темного времени суток, выбор разрешения снимка от высокого к низкому для экономии памяти и отключение звука спуска затвора. Фотографировать можно как нажатием отдельной клавиши на торце, так и правой софт-клавишей. И если в первом случае фотография сразу сохраняется, то во втором требуется подтверждение. Если в этот момент закрыть приложение камеры, снимок не сохранится. Все фотографии попадают в медиацентр, где их можно рассортировать по отдельным альбомам и запустить просмотр в режиме слайд-шоу. Здесь же располагаются встроенные мелодии, названия которых российские локализаторы перепутали между собой. Телефон содержит несколько мелодий от MTV, которые были призваны продемонстрировать все возможности полифонического динамика. Все мелодии представлены в формате MMF, который чаще всего встречался на телефонах компании Samsung. Этот формат позволял совмещать MIDI-партитуру с записанным голосом или другими инструментами в формате WAV и заметно экономить дисковое пространство. Знаменитый рингтон в этом устройстве также представлен в формате MMF, но, к сожалению, из-за сильного сжатия качество рингтона сильно пострадало. На полках магазинов этот телефон выглядел крайне привлекательно, но без недостатков не обошлось. При всех его достоинствах в виде хорошей камеры, большого дисплея, качественного звука, приятного дизайна и, конечно, невысокой цены, его критиковали за невозможность установки Java-приложений и отсутствие инфракрасного порта или хотя бы кабеля в комплекте. Пользователи, купившие телефон, отмечали огромное количество программных ошибок и тормозов системы. Встречалась ошибка, не позволяющая попасть в справочник и в раздел сообщения. Решить такую проблему могла только перепрошивка, для чего телефон тут же отправлялся в сервисный центр. Проблемы с локализацией, вероятно, также решались обновлением прошивки, либо сменой языка устройства на английский. В таком случае набирать русский текст приходилось транслитом. Ближайшим аналогом этой модели принято считать Siemens ST55, тоже разработанный одной из тайваньских компаний.
Но чаще покупатели останавливались перед выбором между Motorola и другим телефоном Siemens MC60, имеющим схожие характеристики при равной цене. Сотрудничество компаний Motorola и Compal началось задолго до выпуска E365 и продолжалось еще многие годы. Тем не менее, впоследствии Motorola стала разрабатывать телефоны E-серии собственными силами.